Приветик всем! Как делишки? Готовы открыть секрет долгой и счастливой жизни? Не переживайте, это не бабкина методика и не поездка к шаманам в Сибирь. Сегодня мы поболтаем о простых, но очень важных привычках, которые помогут вам жить дольше и, главное, кайфовать от каждого денечка. Заинтересованы? Ясное дело. Ведь кто из нас, скажите честно, не мечтает о долгой и счастливой жизни, полной сил и радости? И, как оказалось, секрет не в куче денег или суперспособностях, а в простых вещах, доступных каждому. Так что хватайте ручки и записывайте эти 5 волшебных привычек, которые, словно ключик от ларца с секретом, откроют вам путь к долголетию и счастью. Погнали! Итак, друзья мои, начнем, пожалуй, с самой очевидной, но от этого не менее важной привычки – регулярных физических упражнений. Знаю, что вы сейчас подумали, опять эти нудные советы про качалку. Но не спешите переключаться, обещаю, сейчас будет увлекательно. Для начала забудьте про скучный фитнес-центр. Физическая активность – это не только тяжелые тренировки до седьмого пота. Это может быть все, что душе угодно: прогулка по парку, зажигательные танцы под любимые хиты, игра в бадминтон с детишками. Главное – двигаться. А теперь самое интересное – почему это так важно? Только представьте, когда мы двигаемся, наш организм начинает работать, словно новый iPhone. Кровь бежит быстрее, мышцы становятся крепче, а настроение просто взлетает до небес. Вы чувствуете прилив энергии и бодрости. И это еще не все. Регулярные нагрузки помогают нам бороться со стрессом, укрепляют иммунитет и даже улучшают сон. А хороший сон, как мы все знаем, это гарантия бодрости и отличного настроения. Вы просыпаетесь с новыми силами и готовностью к новым свершениям. Так что, друзья, хватит лежать на диване, вставайте и найдите свой способ быть активными. Это может быть что угодно, от утренней пробежки до вечерней прогулки. Поверьте, ваше тело скажет вам за это спасибо. Вы почувствуете себя лучше, здоровее и счастливее. А если серьезно, то регулярные физические упражнения – это не просто залог здоровья, но и вклад в ваше будущее. Вклад в долгую, активную и счастливую жизнь. Вдумайтесь, это инвестиция в ваше благополучие. А мы пока движемся дальше к следующей важной привычке. Не переключайтесь. Ну что, размялись? Отлично. Теперь давайте поговорим о том, что действительно важно для нашего здоровья. Отлично. Тогда самое время обсудить, чем мы заправляем наш организм. Ведь то, что мы едим, напрямую влияет на наше самочувствие. Речь, конечно же, о питании. Это основа нашего здоровья и благополучия. И нет, я не буду сейчас грузить вас нудными лекциями о калориях и витаминах. Вместо этого давайте поговорим о том, как еда влияет на наше самочувствие и настроение. Давайте лучше поболтаем о том, как еда влияет на наше самочувствие и настроение, ведь это гораздо интереснее и полезнее. Согласитесь, после тарелки жирного плова чувствуешь себя совсем не так, как после легкого салатика. Легкость и энергия против тяжести и усталости. И дело тут не только в тяжести в желудке, это также влияет на наше общее состояние и настроение. Все дело в том, что еда, которую мы едим, напрямую влияет на наше настроение, энергию и даже на мысли. Правильное питание – залог ясного ума и бодрости. Представьте, вы съели кусочек торта. Вкусно? Конечно. Но что происходит потом? Поначалу резкий скачок сахара в крови. Потом также резко портится настроение, накатывает усталость, а мысли становятся какими-то медленными и туманными. Это не то, что нам нужно для продуктивного дня. А теперь представьте, что вы выбрали тарелку свежих овощей и фруктов. Это совсем другая история. Да, может, это не так празднично, зато как бодрит. Вы сразу почувствуете прилив энергии и улучшение настроения. Витамины и минералы, которыми богаты овощи и фрукты, дают нам энергию, улучшают работу мозга и даже повышают иммунитет. Это настоящие суперпродукты. Так что, друзья, запомните мы то, что мы едим. И это не просто слова, а истина, проверенная временем. И если мы хотим быть здоровыми, энергичными и счастливыми, то и питаться нужно соответственно. Это основа нашего благополучия. Добавьте в свой рацион побольше свежих овощей, фруктов, зелени. Не забывайте про полезные жиры и белки. Это поможет вам чувствовать себя лучше каждый день. И, конечно же, пейте больше воды. Вода – это жизнь, и она необходима для всех процессов в нашем организме. Поверьте, ваше тело скажет вам за это спасибо. Вы будете чувствовать себя лучше и выглядеть лучше.
А мы двигаемся дальше, к следующей важной привычке. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного и полезного. Друзья, признавайтесь, кто из вас любит поспать? Думаю, таких найдется немало, и это неудивительно. Ведь сон – это не просто отдых для нашего тела, это время, когда наш организм восстанавливается, набирается сил и готовится к новому дню. Именно во сне происходят самые важные процессы, обновляются клетки, укрепляется иммунитет, обрабатывается вся информация, полученная за день. И если мы не даем своему организму как следует отдохнуть, то начинаются проблемы. Постоянный недосып – это как мина замедленного действия. Поначалу мы можем не замечать особого вреда, но со временем начинаем чувствовать себя разбитыми, раздражительными, падает концентрация внимания, ухудшается память. А в долгосрочной перспективе недосып может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так что, друзья, не стоит недооценивать важность качественного сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Проветривайте комнату перед сном, откажитесь от кофе и гаджетов за пару часов до сна. И, конечно же, создайте себе комфортные условия для сна: удобная кровать, темнота и тишина. Ваши лучшие друзья в борьбе за здоровый сон. Помните, крепкий сон – это залог бодрости, хорошего настроения и крепкого здоровья. А мы продолжаем наш разговор о долгой и счастливой жизни и переходим к следующей важной привычке. Не переключайтесь. Друзья, жизнь – штука непредсказуемая и полна сюрпризов. И согласитесь, без стрессов тут никуда. Они подстерегают нас на каждом шагу. Работа, пробки, семейные неурядицы – все это, конечно, не добавляет нам позитива. Но это не повод опускать руки. Но есть и хорошая новость. Мы можем научиться управлять стрессом и не давать ему портить нам жизнь. Да-да, все верно. Это возможно. Управлять стрессом – это навык, который можно и нужно развивать. Это как тренировка мышц. И первый шаг на этом пути – научиться распознавать симптомы стресса. Это важно для своевременного реагирования. Усталость, раздражительность, бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением – все это может быть сигналом о том, что ваш организм работает на износ. Что же делать в такой ситуации? Для начала, не игнорируйте эти сигналы. Прислушивайтесь к своему телу. Если вы чувствуете, что стресс вот-вот возьмет верх, найдите способ расслабиться. Это может быть что угодно. Кому-то помогает медитация, кому-то прогулка на свежем воздухе, а кто-то предпочитает выплеснуть эмоции в спортзале. Найдите свой способ. Главное – найти то, что работает именно для вас. Это может быть хобби или просто время для себя. И не забывайте о том, что профилактика – лучшее лечение. Планируйте свой день так, чтобы было время для отдыха. Старайтесь не взваливать на себя слишком много, научитесь говорить «нет», когда это необходимо, и не бойтесь просить о помощи, когда чувствуете, что не справляетесь. Это нормально. Помните, друзья, стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, но мы в силах не давать ему управлять нами. Мы можем контролировать его. И, наконец, переходим к последней, но не менее важной привычке, которая поможет нам прожить долгую и счастливую жизнь. Интрига, не правда ли? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что делает нас по-настоящему счастливыми? Деньги, карьера, материальные блага? Конечно, все это важно. Но, как показывает практика, истинное счастье нам приносит совсем другие вещи. И одна из них – это близкие отношения с людьми. Да, именно так. Общение, дружба, любовь – это не просто приятные бонусы к нашей жизни. Это то, что делает ее по-настоящему полной и осмысленной. Многочисленные исследования подтверждают, люди, у которых есть крепкие социальные связи, живут дольше и счастливее тех, кто одинок. И дело тут не только в моральной поддержке, хотя и она, безусловно, важна. Дело в том, что общение с близкими людьми снижает уровень стресса, укрепляет иммунитет и даже помогает нам быстрее справляться с болезнями. Так что, друзья, не стоит недооценивать важность социальных связей. Уделяйте время своим близким, звоните родителям, встречайтесь с друзьями, не бойтесь заводить новые знакомства. И помните, чем больше любви и тепла мы отдаем, тем больше получаем взамен. Ведь, как говорится в народе, счастье – это единственное, что умножается, когда им делишься. А мы подходим к концу нашего разговора о долгой и счастливой жизни. Надеюсь, эти простые, но очень важные привычки помогут вам прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, наполненную радостью, любовью и, конечно же, близкими людьми.
Вот и подошел к концу наш разговор о 5 простых привычках для долгой и счастливой жизни. Надеюсь, эта информация была вам полезна и интересна. Помните, что даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к большим переменам. А чтобы не пропустить новые интересные видео, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, поделиться своим мнением в комментариях. Мне очень важно знать, что вы думаете. А на сегодня это все. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!